Орск. Город, который делит пополам река Урал. Одна половина в Европе, другая в Азии. Звучит красиво, но на деле это почти 250 тысяч человек, зажатых между заводскими трубами и степью. Нефтеперерабатывающий завод, никелевый комбинат, машиностроительный гигант Ормета Юмс – вот что кормило город. Зимой здесь минус 35 и бураны, от которых заносит дороги на сутки. Летом – сухая степная жара и пыль, которую гоняет ветер с казахской границы. В 2006 году Орск жил так, как жили десятки похожих уральских городов. Заводы еще работали, но платили скудно. Молодежь уезжала, кто в Оренбург, кто в Челябинск, кто дальше. Те, кто оставался, крутились как могли. Междугородний транспорт ходил плохо. Маршрутки – редко. Автобусы – по расписанию, которое существовало скорее на бумаге. Поэтому люди голосовали. Стояли на обочинах федеральных трасс, ловили попутки. Это было нормально. Так делали все. Студентки, продавщицы, школьницы, возвращавшиеся с занятий в соседний поселок. Никто не боялся. До определенного момента. С середины 2006 года на трассах Оренбургской области начали пропадать девушки. Тихо. Одна за другой. Без шума, без свидетелей, без следов. Сначала это выглядело как обычная статистика. Ну, уехала, ну, не вернулась. Может, к парню подалась. Может, в большой город рванула. Полиция принимала заявления, записывала приметы, но активных поисков не начинала. Взрослая? Значит, имеет право. Несовершеннолетняя? Ну, подождите, может, объявится. Они не объявлялись. Маршруты пропаж тянулись вдоль двух главных артерий региона. Трассы Оренбург-Челябинск и трассы Самара-Оренбург. Сотни километров степи, лесополос и редких поселков. Места, где человек может исчезнуть так, что его не найдут годами. И не находили. 28 июня 2010 года 22-летняя Айжан Уркумбаева поехала в Орск за платьем. Она была студенткой ветеринарного факультета Оренбургского аграрного университета. Жила в селе Будамша, маленьком поселке, до которого от Орска ехать около часа. Впереди был выпускной, и Айжан хотела купить красивое платье. Обычная поездка. Девушка добралась до Орска, сделала покупки. Пора возвращаться домой. Но от Новоорска до Будамши маршрутки уже не ходили. Вечер. Последний рейс ушел. Айжан решила поймать попутку. Она позвонила сестре, уже сидя в чужой машине. Сказала: «Еду не со знакомыми, но скоро буду. Через 10 минут буду дома». Связь оборвалась. Домой Айжан не вернулась. Ни через 10 минут, ни через час, ни через сутки. Семья подняла тревогу сразу. Отец, мать, братья – все бросились искать. Обзвонили больницы, знакомых, обратились в полицию. Заявление приняли, но в розыск объявили не сразу. Стандартная процедура. Подождите. Может, погуляет и вернется. Она не вернулась. Айжан Уркумбаева пропала бесследно. Через полгода, 18 декабря 2010 года, исчезла Эльвира Молдобекова. Она училась в школе искусств в селе Неженка Оренбургского района. Жила в соседнем селе Каменноозерное. В тот день Эльвира вышла с занятий около 5 вечера. Позвонила маме и сказала, что идет к остановке. До дома рукой подать. Пара остановок на автобусе или попутке. Эльвира не доехала. 20 декабря ее объявили в розыск. Полиция, волонтеры, местные жители прочесывали лесополосы, дачные массивы, овраги вокруг Неженки. В апреле следующего года тело Эльвиры нашли. Это были не единственные случаи. Между 2006 и 2012 годами на территории Оренбургской, Самарской и Челябинской областей пропали десятки молодых женщин. Точное число не знает никто до сих пор. Официально следствие подтвердит 8 эпизодов. Неофициально следователи будут говорить о десятках. Некоторые источники назовут цифру – до 100. Возраст жертв – до 30 лет. Студентки,
продавщицы. Объединяло их одно. Все они в какой-то момент оказались одни на трассе. Все они сели в чужую машину. И ни одна не добралась до дома. Долгое время полиция не связывала исчезновения в одну серию. Каждый случай велся отдельно. Разные районы, разные отделы, разные следователи. В одном отделении пропала студентка. В третьем – молодая женщина, которая ехала к родственникам. Географический разброс был огромным. От пригородов Оренбурга до окрестностей Орска – сотни километров. Пересечений между делами никто не искал. Их и не видели. Каждое исчезновение выглядело как отдельная трагедия. Родственники пропавших обивали пороги полицейских участков. Писали заявления, расклеивали объявления, обращались в СМИ. Кто-то ездил вдоль трасс, прочесывая лесополосы самостоятельно. Кто-то даже обращался к экстрасенсам от безысходности, потому что следствие не давало результатов. А в Орске и окрестных поселках тем временем ползли слухи. Люди говорили друг другу: «Не голосуй на трассе, не садись к незнакомым, что-то неладно». Но слухи оставались слухами. Никакой официальной информации о серийном преступнике не было. Полиция молчала, то ли не хотела паники, то ли действительно не понимала масштаба происходящего. Все изменилось 30 июня 2012 года. В тот день 18-летняя Ольга Журавлева стояла на остановке в Орске. Собиралась поехать к подруге. Обычная поездка, обычный летний день. Ольга не дождалась автобуса и решила поймать попутку. Перед тем, как сесть в машину, она успела позвонить и сказать, что села в попутку. Больше Ольгу никто живой не видел. Семья забила тревогу в тот же день. Мать обратилась в полицию. И на этот раз что-то сработало. Может, потому что Ольге было всего 18. Может, потому что к 2012 году количество пропавших на трассах перестало укладываться в любое разумное объяснение. Как бы то ни было, дело Журавлевой стали расследовать активно. Свидетели, люди, которые стояли на той же остановке, запомнили машину. Белый корейский внедорожник. Не Toyota, не Nissan, именно корейский. Марку назвали не все, но описание совпадало. Белый, крупный, похож на Санкт-Йонг. Следователи проверили базы ГИБДД. Запрос был простой. Сколько автомобилей марки Санкт-Йонг Кайрон белого цвета зарегистрировано в Орске? Ответ оказался коротким. 2. Всего 2 автомобиля. Один принадлежал местному предпринимателю, у которого было железное алиби. Второй был записан на имя Валерия Николаевича Андреева, 55 лет, водителя-дальнобойщика. Параллельно пришли результаты биллинга, анализа данных сотовых вышек. Телефон Ольги Журавлевой двигался в тот день по тому же маршруту, что и мобильный телефон владельца белого Кайрона. Сигналы совпадали с точностью до минуты. Сначала центр Орска, потом выезд из города, потом трасса в сторону лесополосы. И в какой-то момент телефон девушки замолчал навсегда. 2 совпадения – машина и маршрут. Для следствия этого было достаточно, чтобы вызвать владельца на допрос. В начале июля 2012 года Валерия Андреева вызвали в полицию. Он пришел сам, спокойно, без адвоката, без нервов. Сел напротив следователя и уверенно отвечал на вопросы. Да, у него белый Санкт-Йонг Кайрон. Да, он в тот день был в городе. Нет, девушку он не подвозил. Никакую девушку он в тот день не видел. Андреев вел себя так, как ведут себя люди, которым нечего скрывать. Ни капли волнения, ни одной оговорки, ни одного противоречия. Человек предпенсионного возраста, усатый, добродушный на вид. Водитель-дальнобойщик с чистой биографией. Никогда не привлекался. Никогда не попадал в поле зрения полиции. Женат, 2 взрослых сыновей. Жена – медсестра в хирургическом отделении Орской больницы. Нормальная семья. Нормальный мужик. Следователи оказались перед дилеммой. Биллинг указывал на Андреева. Свидетели описывали его машину. Но тела девушки не было. Прямых улик – ни одной. Для обыска машины и гаража нужна санкция суда, а для санкции
основания которых не хватало. Задерживать тоже было формально не за что. И они приняли решение, которое потом назовут одной из самых страшных ошибок в истории российского следствия. Они отпустили его. Сказали: «Приходите на следующий допрос». Андреев вышел из здания полиции, сел в машину и исчез. Но перед тем, как исчезнуть, он сделал одну вещь. Позвонил жене. Не со своего телефона, с чужого номера. Сказал короткую фразу, которую жена потом передаст следователям. Пусть, мол, сначала проверят, кто настоящий убийца. После этого он снял все деньги со счетов и растворился. 6 июля 2012 года Валерий Андреев перестал существовать. Телефон выключен. Машина брошена. Дома его больше не видели. Когда следователи поняли, что подозреваемый сбежал, они бросились наверстывать упущенное. И то, что они нашли в его гараже, в кабине его служебного грузовика и в салоне его личного Сан-Йон Кайрона, не оставило сомнений. В обычном свете все выглядело чисто. Андреев тщательно вымыл машину. Но криминалисты использовали специальные реагенты – люминол и подобные ему вещества, которые заставляют биологические следы светиться в ультрафиолете. И салон, и багажник, и кабина грузовика – все засветилось. Кровь была везде. Тщательно замытая, невидимая невооруженным глазом, но не смываемая для химии. Андреев мыл, тер, чистил, но не смог стереть следы до конца. Экспертиза ДНК показала, биологические следы принадлежат Ольге Журавлевой. И не только ей. В машинах и гараже нашли биоматериал еще нескольких ранее пропавших женщин, дела которых до этого момента никто не связывал между собой. Тело самой Ольги нашли спустя год в лесополосе под Орском. В том самом направлении, куда указывал биллинг ее телефона в последний день. В том самом месте, куда маршрут ее телефона совпадал с маршрутом телефона Андреева. Только теперь следствие начало сводить все нити воедино. Начали поднимать старые дела о пропавших, проверять маршруты Андреева-дальнобойщика и накладывать их на даты исчезновений. И карта совпадений получилась страшной. Где бы ни ездил Андреев, по трассе на Челябинск, на Самару, на Оренбург, там пропадали женщины. Не всегда, не каждый рейс, но закономерность была очевидной. А теперь, кто он такой? Кто этот человек, который 6 лет ездил по дорогам Южного Урала и убивал? Валерий Николаевич Андреев родился 10 апреля 1957 года в поселке Шалкарский Светлинского района Оренбургской области, населенном пункте, которого уже нет на современных картах. Глухая Оренбургская степь, поселок, о котором не помнят даже те, кто жил по соседству. О его детстве известно мало. Никаких скандалов, никаких приводов, никаких историй, которые потом раскопали бы журналисты. Обычный мальчик из обычного поселка. Повзрослев, Андреев устроился водителем-дальнобойщиком на одно из орских предприятий. Женился. Родились 2 сыновей. Жена работала медсестрой в хирургическом отделении. Соседи знали его как тихого, вежливого мужчину. Не пил, не скандалил, не буянил. Здоровался первым. На работе к нему не было претензий. Исполнительный, аккуратный. У Андреева была заметная особая примета. На верхней и нижней челюстях стояли золотые коронки. В разговоре они блестели. Деталь, которая запомнится потом многим. Единственное, что коллеги начали замечать с середины 2000-х, Андреев замкнулся. Перестал общаться с другими водителями. Раньше мог поговорить в курилке, перекинуться словом на стоянке. Теперь избегал контактов. Отказывался от напарников. Настаивал, чтобы ездить в рейсы один. Всегда один. Коллеги списывали это на возраст, на характер, на усталость от дороги. Никто не задавался вопросом, почему водитель-дальнобойщик так настойчиво хочет быть один в кабине. А в кабине потом нашли женские вещи. Заколки, сережки, мелочи, которым никто не придавал значения. Коллеги, которые изредка заглядывали в его грузовик, думали одно и то же. Валера подбирает девиц на трассе. Проституток, попутчиц.
Мужское дело, дальнобойщики все так делают. Чего тут такого? Никому не пришло в голову, что эти женские вещи – не подарки и не забытые аксессуары. Что их хозяйки уже мертвы. Его способ действия был дьявольски простым. Он пользовался тем, чем пользовался каждый день – дорогой и доверием. Большегруз или белый внедорожник останавливается рядом с девушкой на обочине. За рулем усатый мужчина предпенсионного возраста. Не молодой, не пьяный, не подозрительный. Отец семейства каких миллион. «Садись, подвезу. Куда едешь? Мне по пути». И девушки садились. Потому что какая опасность может исходить от дяди Валеры, который выглядит как чей-то добрый папа. А дальше безлюдная лесополоса, степь, грунтовка, уходящая от трассы на километр, на 2, на 5. Место, где никто не услышит. Андреев насиловал жертв, убивал. Удушением, ножом, молотком и прятал тела. Забрасывал ветками, закапывал. Действовал аккуратно, не торопясь. Возвращался на трассу и ехал дальше, в рейс, домой, к жене и сыновьям. К нормальной жизни нормального человека. С момента побега Андреева прошло почти 14 лет. И все это время он – один из самых разыскиваемых преступников России. МВД объявило награду за информацию о его местонахождении – 1 миллион рублей. Позже сумму увеличивали. Ориентировки с его фотографией развесили по всей стране. В отделениях полиции, на вокзалах, в аэропортах. В 2019 году Интерпол включил Андреева в международный список самых опасных преступников, разыскиваемых за насилие над женщинами. Его имя прозвучало на весь мир. Но мир оказался слишком большим. За эти годы полиция получила сотни сигналов от граждан. Андреева видели, или думали, что видели, в Казахстане, в Красноярске, в Новосибирске, в Самаре, в Ленинградской области. В марте 2021 года студентка в Одинцовском районе Подмосковья опознала его в автобусе. Мужчина якобы приставал к ней, а на следующий день она увидела его портрет на стенде «Внимание, розыск». Но каждый раз проверка заканчивалась ничем. Человек, похожий на Андреева, растворялся раньше, чем приезжала полиция. Эксперты считают, что он мог сменить внешность, избавиться от приметных золотых зубов, поставить обычные коронки или протезы, отрастить или сбрить усы, похудеть, посидеть. За столько лет любой человек меняется. Мог добыть поддельные документы, устроиться на работу, где не задают вопросов, сторожем, разнорабочим, подсобником глубинки. Таких мест в России тысячи. Маленький поселок, вахтовый участок, стройка на краю тайги. Место, где никто не читает федеральных ориентировок и не вглядывается в лица. Семья от Андреева отреклась. Жена, сыновья. Никто не поддерживает с ним связи. Или, по крайней мере, так они говорят следствию. Связи, которые можно было бы отследить, он оборвал в день побега. Телефон, банковские счета, социальные контакты. Все обнулено. Человек-призрак. Дальнобойщик, который знал дороги лучше, чем те, кто его искал. И который, возможно, продолжал по ним ездить еще долго после объявления в розыск. Дело оставалось мертвым до лета 2025 года. В июле 2025 в российских СМИ появилась информация, которая всколыхнула всех, кто следил за этим делом. В мае 2024 года, годом ранее, в районе озера Плотина, рядом с поселком Акермановка, были обнаружены скелетированные останки мужчины. Акермановка – это полчаса езды от Орска, по сути пригород. Место, которое Андреев знал как свои 5 пальцев. Останки были одеты в футболку с надписью «Коллекция 99 международных игр» и темные штаны. Но главное – на челюстях трупа стояли характерные золотые коронки. Те самые. Та самая примета, которая фигурировала во всех ориентировках с 2012 года. Появилась версия, которой никто не ожидал. Маньяк никуда не уезжал. Не бежал ни в Казахстан, ни в Сибирь, ни за границу. Скрывался где-то рядом, буквально в получасе от дома.
и умер в одиночестве, в степи, которая была его охотничьими угодьями. Правоохранительные органы провели экспертизы, ДНК, стоматологическую идентификацию, сравнение с данными из базы розыска. Процесс не быстрый. Скелетированные останки, пролежавшие в земле неизвестное количество лет, отдают свои секреты неохотно. Но результат оказался неожиданным. Анализ ДНК показал, останки не принадлежат Валерию Андрееву. Мужчина с золотыми коронками у Степного озера оказался кем-то другим. Версия о тихой смерти в бегах рассыпалась. Валерий Андреев по-прежнему числится в федеральном и международном розыске. Где он? Жив ли он? Не знает никто. Дело Валерия Андреева – это не просто криминальная хроника. Это история о системной слепоте. О том, как десятки исчезновений на протяжении 6 лет не были сведены в одно дело. О том, как разные полицейские участки работали каждый по своему заявлению, не видя общей картины. О том, как бюрократия и формальные основания для задержания стоили жизней. Потому что подозреваемого отпустили, когда его нужно было держать. Это история о трассе. О тех сотнях километров степи и лесополос, где человек может пропасть так, что его не найдут никогда. О том, что в 21 веке, во второй половине 2000-х годов, в стране с федеральной полицией и базами данных девушки продолжали голосовать на обочинах, потому что автобус не пришел, потому что маршрутка последняя ушла, потому что другого способа добраться домой просто не было. И это история о маске. О том, как чудовище может выглядеть как добрый усатый дядя, как заботливый отец, как исполнительный работник, как человек, с которым здороваются соседи. Жена ничего не знала, сыновья ничего не подозревали. Коллеги замечали лишь одно, что дальнобойщик Валера стал замкнутым и ездит один. Вот и все. Этого оказалось достаточно, чтобы скрывать двойную жизнь на протяжении 6 лет. 8 доказанных убийств. Десятки подозреваемых эпизодов. Число, которое, возможно, никогда не станет окончательным, потому что тела до сих пор ищут по лесополосам вдоль трасс Южного Урала. А на тех трассах сейчас все так же пусто. Степь, ветер, редкие машины. И остановки, на которых стоят люди с поднятой рукой. Они ждут попутку. Они думают, что опасность – это что-то из новостей, из другой жизни, из чужого города. Они не знают, что на соседнем стенде, в ближайшем отделении полиции, до сих пор висит ориентировка. Усатый мужчина, золотые зубы, разыскивается.